В курортном поселке происходят странные вещи. Недавно молодую девушку чуть не сожрали пираньи. Откуда они взялись в аквариуме с рыбками, никто не может объяснить. А вчера на одном аттракционе парень выпал из кабины с 5-метровой высоты. Парню не повезло, хотя его крепко пристегнули ремнями. Шеф секретной группы по заданиям особой важности вздохнул. «Женя, поедешь один? Я думаю, там не по нашей части. Но проверить нужно. Давай собирайся. Даю тебе 2 суток на выяснение ситуации. У тебя нюх особенный, да и зрение кошачье. Сам ведь знаешь. Хорошо, Владимир Сергеевич, все нормально будет». Евгений Черных прибыл в поселок днем. Припекало солнце, и он первым делом пошел искупаться в море. «Жаль, Лехи нет. Мы бы с ним отлично время провели», – подумал Женя, бросившись в набегавшую волну. Искупавшись, Женя пообедал в кафешке на набережной. Затем оформился на ночлег в частной гостинице. Его уже ждали. Владимир Сергеевич обо всем заранее позаботился. «Не шеф, а просто золото», – подумал Женька. «Пару деньков покайфую и назад». Он и представить не мог, какие события произойдут сегодня вечером. И он в этих событиях будет одним из главных действующих лиц. К вечеру стало немного прохладней. Люди устремились на набережную и в парк аттракционов. Женя пошел в парк, решив исследовать место недавней трагедии. Уже на подходе к парку он почувствовал неладное. Какие-то странные колебания воздуха разглядело его кошачье зрение. В животе неприятно заныло. Видно, уголек почувствовал приближение опасности. У самого входа в парк лежала большая фигура крокодила, разинувшая свою пасть. Отдыхающие фотографировались, засовывая голову в пасть крокодила. Вот мужчина засунул голову, его сфотографировала дочка. Но мужчина никак не может вылезти, такое ощущение, что он просто застрял. Но Женька видел, как незаметно для отдыхающих пасть крокодила опускается, миллиметр за миллиметром. Что произошло дальше, он не помнит. Что-то вспыхнуло перед глазами, и все. «Да, натворили вы дел. Пришлось почищать за вами», – с улыбкой говорил Владимир Сергеевич, глядя на растерянного Женьку. «Да я ничего не помню. А что произошло? На вот, посмотри местные новости. Пришлось изъять». Владимир Сергеевич включил ноутбук. Из него раздался женский голос. Сегодня очевидцы стали свидетелями странного происшествия в парке аттракционов. Они наблюдали за событиями с набережной. По их словам, в какой-то момент все посетители парка замерли неподвижно в разных позах, как статуи. Раздался страшный рев, как будто в парке появился динозавр. Этот рев и привлек внимание отдыхающих. Но ревел не динозавр, а огромный черный ягуар. Он то двигался с кошачьей грацией, то делал резкие броски в разные стороны, словно там кто-то был. Но люди никого не видели. Один мужчина побежал в парк, у него там играли дети, но, увидев ягуара, замер неподвижно, словно его загипнотизировали. У нас есть любительское видео, на котором видно, как ягуар нападает на... О боже! Да это же огромный аллигатор! Откуда эти звери там взялись? В схватке побеждает черная кошка и исчезает. Посетители парка начинают двигаться. Когда к ним прибежали отдыхающие с набережной и стали рассказывать, что они видели, им не поверили. Люди в парке считают, что их просто разыгрывают. «Вот, мужчина, что вы делаете? Я сотрудница прессы. Мужчина!» Шеф отключил запись. Дальше неинтересно. Пришлось изъять видео прессы еще нескольких человек. «Так твой уголек вырос, оказывается. Такие разборки устроил. Срочно меняй ему имя, а то обижаться будет. Ягуар. Яшка. Зови его Яшкой, что ли?» Владимир Сергеевич улыбнулся. «Так вот, я ошибся. Оказалось, что это по нашей части. Мистика сплошная. Похоже на фантомы. Есть специально подготовленные люди. Они займутся этой проблемой. А вам благодарность за истребление нечисти. Хотя бы на время». Женька слушал и потирал виски. Голова раскалывалась. Он не помнил даже, как оказался дома, на базе. «Я смотрю, ты еще не отошел. Иди отдыхай. Даю тебе 3 дня. Съезди на озеро, полови рыбку, с Яшкой погуляй». «Отлично, а Леху с собой взять можно?» Владимир Сергеевич помрачнел. «Твой напарник, Алексей Плахов, на задании. На связь пока не выходит. Больше ничего сказать не могу». Спасибо за просмотр.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.